Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и я продолжаю готовиться к Хэллоуину. И сегодня вместе с вами будем делать забавную ведьмочку. Для основы я беру маленький стаканчик, вклеиваю зубочистку и оборачиваю ее фольгой. И теперь нужно оклеить эту фольгу салфетками или малярным скотчем, для того, чтобы пластилин лучше приклеивался. У меня большой выбор оттенков, так что смешивать цвета сегодня я не буду. На этот раз в качестве телесного цвета я буду использовать светло-салатовый. Сразу формирую лицо, пока пластилин еще свежий. Одежду к основе приклеиваю на ПВА, чтобы пластилин распределялся более тонким слоем. Раскатываю пласт темно-серого цвета. Решила не использовать черный цвет для одежды, чтобы она не сливалась с остальными элементами. Подол подрезаю ровно по уровню стаканчика. Когда голова высохла, можно приступать к прическе. Цвет волос тоже выбрала необычный. Все-таки ведьмочка сказочный персонаж, и почему бы не поэкспериментировать. Прическа всклокоченная и не прилегает к голове, поэтому лучше укрепить ее проволокой. Так как воздушный пластилин довольно хрупкий материал, и при падении, например, с полочки фигурки может отколоться тоненький кусочек. Как всегда, пряди формирую зубочисткой, только на этот раз тяну их вверх, а не вниз. Делаю воротничок цвет нижней рубашки и застегиваю его на пуговку в форме тыквы. А прическу будет украшать паучок. Его лапки делаю из черных сахарных тычинок. Сверху также придавливаю лапки кусочком пластилина. Ножки ведьмочки будут состоять из маленьких шариков. Нанизываю их на зубочистку, чередуя цвета, и так оставляю сушиться.
Сами башмачки делаю с вытянутыми и подкрученными носочками. Для основы горшочка я взяла маленькую крышечку и обернула ее черным пластилином, придавая нужную форму. Приклеиваю к рукавам манжеты, также цвет нижней рубашки. А затем вклеиваю горшочек на ПВА, чтобы он держался более надежно. И в этом горшочке ведьма, конечно же, варит зелье. И чтобы сделать его фактуру более бархатистой, я смешала песок для творчества с блестками и клеем ПВА. И теперь покрываю этой смесью пластилин. Низ и внутреннюю часть стаканчика просто покрываю черной глянцевой краской. Вы же можете задекорировать по своему желанию. Ножки я нанизала на проволоку и вверху сделала петельку для подвешивания. И после того, как пластилин полностью высох, покрываю фигурку лаком. Важно, чтобы пластилин действительно хорошо просох, иначе лак может в дальнейшем отслаиваться. Если вы хотите подвешивать фигурку в качестве колокольчика, то лучше делайте нитки покороче, чтобы ножки только слегка выглядывали. Я же сделала их такими длинными, потому что моя фигурка будет сидеть на полке. Спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилась ведьмочка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео.